Кино очень хорошее. И именно благодаря этому фильму мы, в общем-то, узнали о таком явлении как-то более-менее уже наглядно из первых рук. Мне кажется, что у этого фильма есть... Короче, там было одно «но». После просмотра этого фильма самая главная идея относительно того, что йоги такие же люди, как и все, и йога — это не есть нечто экстраординарное, это способ обычного нормального человека сделать свою жизнь более эффективной, вот это впечатление смазывалось. И оставалось впечатление, что йоги — это люди, которые спят на гвоздях, там, ложатся под автомобили, на битое стекло, и при этом им ничего не бывает, и жуют стаканы, прокалывают себя вот такими длинными иголками. Вот. И вот эта доминанта такой вот чудесности, она из поколения в поколение как-то так переходила по наследству, а понятие о том, что йога на самом деле это просто способ более эффективно проживать свою жизнь, то есть инструмент для более эффективной настройки по жизни, как-то отходило в сторону. И к тому моменту, когда, допустим, я начал заниматься йогой, четко вот в народе доминанта была такая: да, йог, ну это понятно, стаканы жует, вот и на гвоздях спит. А вот эта эффективность, она в чем заключается, вот по-вашему? А все очень просто. Человек на самом деле, если он глубоко начнет выкапывать, в чем же смысл его жизни, он на самом деле не найдет там ничего, кроме как в самой жизни. То есть смысл жизни в том, чтобы ее прожить и приобрести определенный опыт и провести эту жизнь каким-то образом так, чтобы как можно больше успеть осознать вот из тех событий, тех ситуаций, которые в жизни происходят. И если мы полезем в дебри, там, возьмем модель информационно-физического вакуума и начнем рассматривать, как организовывается бытие, то мы увидим, что кроме осознания у человека никакого предназначения другого нет. Ну и все. Осознание — это функция определенных инструментов, то есть сознание тела. И все, что мы видим, все, что происходит, весь креатив, который мы видим, да, это результат человеческого осознания, осознавания реальности и стремления ее изменить, стремления что-то извлечь из нее такое, чего в ней нет. То есть человек — единственное существо, единственное животное, единственное млекопитающее на этой планете, способное творчески преобразовывать реальность. Потому что там мы можем взять, допустим, китообразных, там, дельфинов. Это потрясающе интеллектуальные существа. И в каких-то смыслах нам до них далеко. То есть как они воспринимают, как они обрабатывают информацию, как они общаются. Но они не могут взять реальность и извлечь из нее то, чего в ней нет. Именно потому, что у них осознание общевидовое. То есть это еще уровень накопления сознания на уровне вида. Вот. Человек первый и единственный пока что из органических существ, кто может в одной особи полноценно воплощать осознание. И это позволяет человеку осознавать мир, видеть, что в нем есть, что в нем нет, как можно его изменить, чтобы появилось то, чего нет. Это творчество. Вот. Творчество как результат осознания. Все. А дальше эффективность — это насколько мы можем с минимальными затратами времени выполнять максимально вот эту вот свою функцию, на самом деле возложенную на нас Богом. Богом абсолютно. Да. Вот. А как йога это помогает? А йога позволяет настраивать инструменты. Йога это как раз и есть система, методическая система, специально предназначенная для настройки инструментов, для оптимизации состояния тела, такой, чтобы в нем как можно более полно и эффективно раскрывалась любая возможность сознания как инструмента. Но сознание — это инструмент обработки информации и осознавания как такового. Чем йога меня... я столкнулся с йогой в 1975 году. Вот я тогда занимался плаванием, потом мне надоело плавать, уже было не обязательно. Вот, и начал заниматься подводным плаванием вот в том варианте, который сейчас называется дайвинг.
Но тренером был такой очень хороший спортивный тренер. Сейчас он президент Федерации подводной деятельности Украины, вот, Захар Наумович Берман. И он на общей физической подготовке очень много давал нам упражнений из йоги и с очень большим уважением о йоге отзывался. Я понял, что если человек, которого я уважаю и понимаю, что он действительно что-то знает и что-то умеет, вот так вот отзывается об этом явлении, то это явление должно заслужить внимания. И спустя 3 года, когда мне попались самиздатовские и старые издания, еще советские, по йоге, я обратил на них внимание, ну, не просто так пролистал и отбросил, а начал смотреть, пробовать. И понял, что имею дело с совершенно гениально выстроенной системой, вернее, с отголосками гениально выстроенной системы. И мне стало интересно просто эту систему достать, добыть и понять, как она выстраивается, какие там принципы заложены. И чем дальше я двигался в этом направлении, тем было интереснее. И сейчас уже с тех пор прошло почти 30 лет, и мне кажется, что в конце концов удалось добраться до сути. А суть в том, что практика йоги — это редчайший инструмент, который позволяет человеку изменять себя на уровне информационной матрицы, то есть на уровне описания себя как информационного явления, информационного объекта. Причем система гениальная совершенно, там делается все очень просто. То есть она настолько точно, с использованием простых инструментов, просто сложил тело, разложил, свернулся, развернулся, определенным образом настроил сознание, и оно все работает, позволяет изменять описание себя на очень-очень таком базовом, основополагающем уровне, еще до органики, даже до поля, на уровне чистой информации. Вот. И благодаря этому она действует очень быстро, потому что информация внедряется в проявленное, а не проявленное вырабатывает информацию. Ну, опять-таки, если об этом говорить, мы, значит, должны лезть в дебри теории такой уже физической. Об инструментах, да? Как бы, да. Вот сколько инструментов существует, на ваш взгляд? И какие они? На самом деле инструмент один. Вот. Это то, что у нас есть, то, что дано нам природой. Ну, условно говоря, тело. Я как дилетант, да, вот этому телу начал подходить, да, я понял, что в йоге существует как бы 3 составляющие. Основные, вот если разбить, да, это гимнастика, да, ну, я говорю сейчас дилетантно, да, гимнастика, это дыхание и такая как бы составляющая религиозная, нерелигиозная, настроечная, духовная. Вот. Так ли это или не так? Ну, вот если взять, это так, но это не совсем так. Дело в том, что гимнастика это именно йоговская гимнастика, когда телу придаются определенные формы, и фиксация этих форм вот, требует определенного времени. Значит, это способ напрямую подействовать на состояние информационного поля, потому что есть такая штука, называется эффект геометрической формы, когда любая поверхность в фейс-вакууме поляризует его по спину, то есть изменяет распределение первичного поля вращения, первичного торсионного поля. А первичное торсионное поле — это и есть то, чем представлена информация на доэнергетическом уровне в информационном вакууме. Ну, я понимаю, что это сложно. Я пытаюсь представить, вот. что вот сидит человек у телевизора сейчас. Да. Вот, он точно так же, как и все остальные зрители, рассчитывает по стереотипу, да, что сейчас ему будут показывать шпагоглотателей, огнедышащих там, и стекложующих людей, да? Угу. Вот. А на самом деле нужно сказать ему, что, уважаемый, чем бы ты ни занимался, вот, если ты будешь пользоваться этим инструментом, ты будешь делать то, что ты делаешь, точно так же, но только лучше. Быстрее, с меньшими затратами времени, то есть осознаннее. Не важно, что он делает, он подметает улицы, или он занимается разработкой космической техники. Вот. Значит, начнем сначала. Существует нечто, что
условно сейчас обозначается как абсолютное ничто, из которого возникает все, рождается все. Можно назвать это Богом, можно назвать это Дао. Названий, способов говорить очень много, но суть одна. Это состояние пространства, в котором нет ничего, но там есть все как потенциал, в том числе осознанность. Потому что если мы с вами сидим здесь, разговариваем и осознаем, значит, мир изначально обладает способностью кристаллизовать в себе осознание, вот, как проявленный факт. И именно это является ключевым параметром состояния абсолютного ничто. Само по себе абсолютное ничто, вот первичный мировой хаос, он сбалансирован по всем параметрам. Там есть все, и нет ничего, и никакого особого побудительного мотива вроде как бы нет для того, чтобы что-то делать. Но потенциальная осознанность требует реализации в структурированном осознании. Соответственно, это абсолютное ничто начинает в себе генерировать возможность как-то реализовать осознание как факт. Для этого нужна структура, которая могла бы фиксированием быть. То есть вот твердое тело, кристаллические решетки, то есть каким-то образом нужно видоизменить пространство, чтобы оно держало форму, чтобы оно не растекалось. Все. Дальше первым делом прописывается план. То есть для того, чтобы прописать план, нужно каким-то образом как-то записать информацию. Информация записывается с помощью возникновения, генерирования в пространстве кручения, тонкого кручения, стремящегося к бесконечной толщиной нити кручения, правого и левого. Получается двоичный код. И пучки этих линий, и если взять Карлоса Кастанеду, его работы, да, там это описано как линии мира. Вот. И пучки группы этих линий могут описать любое явление в двоичном коде. То есть это как бы намерение вот этого абсолютного ничто, этого единого, да, там, Бога, Дао, неважно, вот, становится фактором, который мотивирует возникновение дальнейшего бытия. Дальше кручение этих линий втягивается, они начинают втягивать одна в другую, получается вихреобразная структура пространства. Здесь мы уже имеем дело с деформациями пространства, то есть с искривлением пространства и появлением разницы между точками пространства. То есть это уже Эйнштейнов процесс, да? Эйнштейново пространство, в котором появляется энергия в виде поля. Первичное — это электромагнитные, вот эти тонкие электромагнитные гравитационные поля. А дальше все, дальше, как говорил Эйнштейн, где энергия пожиже, там поле, где она погуще, там вещество. Дальше определенные этапы, 5 этапов сгущения пространства, 4. Вот. И в конечном счете получается вот то, что мы можем пощупать. Хотя на самом деле это пустота. Вот это. И, соответственно, что бы мы ни делали вот этим, это действие, вот этим твердым, происходит во всех уровнях организации бытия. И, естественно, воздействует на состояние пространства на всех уровнях. В том числе на информационном уровне, на уровне распределения вот этих первичных линий кручения пространства, линий мира. А процесс осознания сам по себе — это процесс отдавания себе отчета в соответствии того, что есть в нас, тому, что есть снаружи. Когда человек осознает, происходит сонастройка такая. И его, скажем так, возможность влияния на окружающее пространство, на мировое бытие, несколько расширяется за счет того, что он находит в мире то, что есть в нем. Если он умеет управлять тем, что есть в нем, он сможет управлять и тем, что есть в мире. И это описано у Патанджали в его работе «Йога-сутра». На самом деле она называется не «Йога-сутра», но вот ее так называют по терминам самьяма. Вы знаете, я недавно взял трактаты, переводы трактатов. У нас есть человек в России, его имя посвящения Матсьендранатх Натараджа, зовут его вообще Максим. Вот, он перевел, он такой йогин Надх, один из немногих иностранцев, допущенных в святая святых традиций, вот этих индусских, вот этих вот надхов, таких, настоящих, знаете, которые там храмовые такие йоги. Вот. И он перевел некоторое количество трактатов, их трактатов, на русский язык. Я начал читать. И не скажу, что с удивлением, но с некоторым упоением обнаружил стопроцентное соответствие шиповской модели торсионного
поля информационного вакуума, физического вакуума, и того, что там написано, как у них описано строение мира, просто в той терминологии. Но они все это очень хорошо знали. Дело в том, что чем практика йоги интересна, выполняя определенные действия, мы получаем возможность расширять диапазон вот этих сонастроек, то есть настроек непосредственно на восприятие определенных аспектов мира. И когда человек начинает их воспринимать, ему уже не нужно объяснять, то есть то, что я говорю, я пытаюсь человеческим языком трехмерным каким-то образом через какие-то параллели, да, через какие-то ассоциативные, может быть, образы донести информацию вот, ну, хотя бы частично. Если человек воспринимает напрямую, вот, ему не нужно объяснять ничего, он видит просто. Он видит, что как работает, как оно включается. И дальше он может уже включать те или иные механизмы волевым каким-то импульсом намерения, вот, и для себя объяснять. Но для того, чтобы объяснить другим, ему нужно воспользоваться тем языком, на котором они разговаривают, на котором они понимают. Сейчас мы говорим на том языке, которому нас обучают в средней школе. Ну и дальше, если кто-то дальше учится, то. Вот, поэтому я пользуюсь этим языком. Йоги пользовались другим языком, но они все это знали. То есть сначала, не все, конечно. Сначала существует физическая практика, через которую приходит осознание уже. Сначала существует физическая практика, которая выстроена очень интересно. Она выстроена так, что определенным образом видоизменяется гормональный фон. То есть, ну, понятно, что гормональная деятельность — это то, что регулирует и в значительной степени определяет характер работы центральной нервной системы. Изменяется гормональный фон, изменяются процессы в центральной нервной системе. Изменяется дыхание, на котором собрана вся эта практика. Тоже не все так просто. Если все правильно выстроено, это определенные ритмы дыхания, счет дыхания в определенном темпе производится, счет ритма дыхательного, а этот темп соответствует пульсации вот этой вот силы намерения в мире вообще, во Вселенной вообще, то есть базовый, основополагающий темп тактовый. И если все синхронизируется с этим темпом, то настройка механизмов чисто физиологических происходит такая, что мозг начинает включаться в определенные режимы, в которых он становится не только обрабатывающим, но и воспринимающим органом. И он воспринимает сигналы, которые получает все тело. А тело получает сигналы из информационного вакуума, просто потому что так оно устроено. То есть каждая молекула ДНК — это информационно-волновая антенна. То есть ее функция не столько организовать код, сколько организовать последовательность фильтров, снимающих информацию с пространства в соответствии определенному вот этому коду. Поэтому, допустим, один и тот же признак, он кодируется, может кодироваться в одном и том же организме, а, как правило, кодируется несколькими способами.